Я рад приветствовать всех наших партнеров, а также будущих партнеров нашего проекта. Мы с нашей командой приняли решение запустить такую небольшую рубрику раз в месяц. Вопрос-ответ на самые интересующие и часто задаваемые вопросы по нашему проекту. Поэтому вас всех просим быть более активными, не стесняться, задавать эти вопросы, писать их в службу поддержки. Итак, начнем. Вопрос первый. Какой размер дивидендов будет для инвесторов? Размер полученных дивидендов будет зависеть от долей, которыми вы владеете. Пример. Вы приобрели пакет на $500 по цене за одну долю $0,001. Соответственно, ваше долевое участие в проекте составляет примерно 0,06%. Это тот самый процент в компании, которым вы будете владеть. И, соответственно, на этот же процент в будущем вы и будете получать дивиденды от прибыли самой компании. Следующий вопрос, второй. Какое общее количество выпущенных долей? Общая эмиссия выпущенных долей в проекте Phoenix Garden составляет 8 миллиардов. Третий вопрос. Через сколько лет проект может быть завершен с извлечением максимальной прибыли для всех инвесторов проекта? Наш проект рассчитан на 40 лет, это 5 циклов по 8 лет. Здесь учитываются также циклы роста самого половния, это методы управления, это уход за растениями, а также ожидаемости по урожайности и производительности. Следующий, четвертый вопрос. После того, как будет собрано $6 миллионов, сбор средств будет остановлен? Да, для этого проекта будет приостановлена такая возможность. Но мы не исключаем, что будет запущен новый проект на 200 гектаров или более. В таком случае все ваши партнеры, которые инвестировали через краудинвестинг в проект Phoenix Garden, остаются в вашей структуре и могут совершать новые инвестиции в следующий проект. Также хотелось бы добавить, что проект Phoenix Garden был запущен, не дожидаясь полной привлеченной суммы согласно нашей бизнес-модели. И этот процесс уже запущен. Таким образом, мы активно будем двигаться вперед, не дожидаясь полной суммы. Следующий, пятый вопрос. Как будут продаваться доли, когда компания будет официально представлена миру? Мы не планируем выход на IPO, первичное публичное размещение, так как это нецелесообразный путь развития для нашего проекта, и он больше подходит для технологических стартапов или крупных международных компаний с высокой капитализацией. В наших планах зарегистрировать закрытое акционерное общество. Таким образом, это позволит нам сосредоточиться на долгосрочной стратегии и управлении без давления со стороны внешних инвесторов и органическому росту всей компании в целом. Шестой вопрос. Когда я смогу получать первые дивиденды, будут ли выплачиваться дивиденды ежегодно или ежеквартально? Дивиденды будут выплачиваться ежегодно, начиная с этапа получения первой прибыли самой компании. Седьмой вопрос. Сколько процентов долей выделено на краудинвестинг? В нашем проекте на краудинвестинг выделено 15% от общей эмиссии долей. Оставшиеся 85% могут принадлежать новым партнерам-инвесторам, землевладельцам или, соответственно, основным владельцам проекта. Восьмой вопрос. Сколько инвесторов у компании на сегодняшний день? На сегодняшний день в нашем проекте зарегистрировано более 5500 участников, среди которых уже больше половины являются нашими партнерами-инвесторами. Мы благодарны каждому, кто верит в наш проект и поддержит его развитие. Следующий, девятый вопрос. Будет ли компания зарегистрирована в Индии, и именно поэтому проект был запущен в этой стране? Нет, на данном этапе мы не планируем регистрацию компании в Индии, так как это целесообразно делать в тех странах, где мы уже нашли и приобрели земельный участок. На сегодняшний день первые 100 гектаров мы планируем высадить на юге России, это Астраханская область, а следующие 100 гектаров мы также ищем в стране с субтропическим климатом. Соответственно, в этих двух странах и будет оформлено юридическое лицо. Десятый вопрос. Будут ли доли расти в цене в ходе краудинвестинга за счет спроса на покупку пакетов долей или из-за достижения проекта? Доли будут расти только за счет выполненных этапов согласно дорожной карте проекта, а также появления внутренней стоимости самой компании за счет земельного участка на балансе компании, технических и специальных средств на балансе компании и других активов, включая интеллектуальных. Следующий, 11-й вопрос. Где и когда планируете начать высадку деревьев? Как я ранее говорил, на данном этапе планируется первые 100 гектаров, это на юге России, Астраханская область. Ну а также мы рассматриваем субтропические и тропические страны или регионы до 5-й климатической зоны, где температура зимой должна быть не ниже минус 30 градусов. 12-й вопрос. Когда я смогу продать свои доли? Когда проект будет полностью запущен, это
юридическая инфраструктура, оборудование и полностью запущена в эксплуатацию сама плантация, набранная команда, посажено 200 гектаров деревьев, хотя бы реализация первых сопутствующих продуктов и извлечение из этого первой прибыли. Но мы все же рекомендуем дождаться конца первого 8-летнего цикла, когда оценка компании будет значительно выше на рынке. И каждый участник сможет продать свою долю как самому проекту Phoenix Garden, так и другим участникам проекта или третьим лицам по типу закрытого акционерного общества. Ну и в заключение на сегодняшний день 13-й вопрос: как инвестировать в ваш проект? Для начала вам нужно попросить вашего партнера, который вас пригласил и рассказал о нашем проекте, его партнерскую ссылку. Далее вы проходите регистрацию в ваш личный кабинет инвестора, потом верификацию личности, далее выбираете интересующую вас сумму инвестирования согласно инвестиционным пакетам, совершаете оплату, ну и, соответственно, получаете долю в ваш личный кабинет инвестора. Также вы можете обратиться в нашу службу поддержки для получения всех ответов на ваши вопросы и предоставления вам инструкции по инвестированию. Ну вот и все на сегодня. Надеемся, что мы ответили на все вопросы подробно и развернуто, и это поможет вам в дальнейшем для принятия какого-либо решения. Ну а я желаю всем нам успехов и до новых встреч!